Здравствуйте! С вами вновь Лариса Левинская, и сегодня видео будет особенно интересно тем из вас, для кого губы это не пустой звук, кто ухаживает за губами, хочет ухаживать максимально достойным образом. И сегодня я поделюсь своим опытом, а именно расскажу о том, как я удачно для ухода за своими губами, а губы значительно больше среднего размера, ухаживать нужно особенно аккуратно, внимательно, тщательно. Использую вот такой вот бальзамчик из серии ProBotanic компании Тианде. Вес 4,5 грамма. Конечно, самыми популярными бальзамами для ухода за кожей губ являются бальзамы из фруктовой серии. Они более доступны по цене. Разница в весе составляет всего 1 грамм. Здесь 3,5 грамма, здесь 4,5 грамма. Но цена 46 гривен. Один из моих любимых, вишневый. А здесь цена 134 гривны. То есть почти в 3 раза больше разницы цены в каталоге. Но речь пойдет об этом бальзамчике. Почему такая цена? Почему нужно ухаживать за кожей губ? Жаль, видео не передает запаха, не передает ощущения. Запах очень такой травяной, хвойный. А ощущение, когда носишь на губки, особенно в первый раз, когда используешь ее, легкое такое холодок, и в то же время тепло, и в то же время легкое такое покалывание. Чем-то напоминает одновременно, как будто нанесли на губы ментол, мяту, охлаждает, и в то же время мед с нотками имбиря. Вот примерно что-то вот такое по ощущениям. Но это не постоянно, когда вы его используете, буквально минут, наверное, 3-5 первые минуты. Потом, конечно, эти ощущения исчезают, остается только уход на ваших губах. Давайте обо всем по порядку. Для чего же нужен бальзам для губ? Может быть, не стоит им вообще пользоваться? Зачем тратить деньги на такие безделушки женские? И подробно расскажу о составе именно этого бальзама из серии ProBotanic. Как вы понимаете, за губами люди ухаживали уже с давних времен, еще задолго до появления губной помады. Все потому, что кожа губ, она очень отличается от кожи лица. Нет сальных, нет потовых желез. Единственный способ увлажнить губы – это смочить их слюной. Конечно, губки наши обветриваются под воздействием солнца, под воздействием ультрафиолетовых лучей. А также зимой мы одеваемся тепло, а губы остаются незащищенными. Нужен какой-то особенный уход, особенно в зимнее время года. Бальзамы для губ, гигиенические помады, они, конечно, появились не так давно. Первые бальзамы для губ появились в конце 19 века, затем пошла эволюция бальзамов для губ, менялся состав, более усовершенствовался. Уже в 20 веке, уже с середины 20 века обязательным требованием является наличие SPF-факторов, то есть защита от ультрафиолетовых лучей в составе бальзамов для губ. Но с самых давних времен человек для ухода за губами использовал различные жиры растительного, животного происхождения, масла, воски, вплоть до даже использования ушной серы. Если, в зависимости от того, какие растения были наиболее распространены в различных широтах. Например, в Италии из давних времен для ухода за губами используется масло какао. Так и называется у них бальзам для губ Бара какао. Это основной компонент. Например, в средних широтах в России, на Алтае использовалось масло облепихи для ухода за кожей губ. Для чего же нужен бальзам для губ? Во-первых, как вы уже догадываетесь, для защиты губ от негативного влияния окружающей среды. Также этот бальзамчик для губ, он смягчает кожу, увлажняет кожу, устраняет сухость. Если есть трещинки на губах, шелушение, то также справляется отлично с этими проблемами. Но в чем особенность еще этого бальзамчика для губ? Это в том, что в составе есть компоненты, которые улучшают микроциркуляцию крови в губах. И таким образом идет профилактика всем известной, всеми нелюбимой болезни, такой как герпес. Эти воспаления на губах, которые доставляют массу хлопот, и не эстетично выглядит, и не самый приятный спутник нашей жизни. Будьте очень аккуратны, когда будете давать этот бальзамчик для губ детям. Не каждый ребенок, особенно маленький, выдержит. И пусть хотя бы, по крайней мере, ребенок будет готов к тому, что может быть такое необычное ощущение на первых минутах использования этого бальзама.
А в остальном бальзам по-своему уникальный. Входят все известные масла, которые используются для ухода за кожей губ. И я подробнее вам расскажу о составе этого бальзама для губ. Как еще можно использовать бальзам для губ? Конечно, в идеале вы его используете вечером. Перед сном наносите на губки, этого будет достаточно. Если вы выходите на открытый воздух, особенно в холодное время года или летом, когда активное солнце, наносите бальзам для губ. Тоже дает защиту от негативных воздействий окружающей среды. Если вы любительница матовой помады, а матовая помада она подсушивает губы, как мы этого не хотели бы замечать, советую вам перед нанесением помады наносите бальзамчик для губ, потом наносите помаду и уже завершаете, финишируете это пудру поверх помады наносите. Помада будет держаться дольше, вам реже нужно будет необходимость наносить ее повторно. Итак, один из основных компонентов этого бальзамчика для губ – это масло пихты. Масло пихты использовал еще древний греческий врач Гиппократ. Затем на Руси масло пихты широко применялось для обработки ран, порезов. Также бодрящий хвойный аромат пихты способствовал общему выздоровлению человека. Именно этот компонент в составе этого бальзама ускоряет микроциркуляцию крови и противодействует проявлению герпеса на ваших губах. Следующий компонент бальзама для губ – это камфора. Яркий запах, запоминающийся. В данном случае в составе этого бальзама камфора помогает заживлять трещинки, возникающие на губах, а также она является мощным антисептиком. Масло какао – это следующий компонент бальзама для губ. Проботаник – это жир, добываемый из плодов шоколадного дерева. Это очень ценный компонент для сухой кожи, а на губах кожа у нас именно сухая. Масло какао способствует увлажнению кожи губ. Таким образом, масло какао оно придает коже губ эластичность, сияние, упругость. Благодаря тому, что в состав масла какао входят такие компоненты, как танины, кофеин и метилксантин, масло оказывает также тонизирующее действие на наши губы и заживляющее. И идеально защищает кожу наших губ от воздействия окружающей среды. Масло ши. Это масло добывают из косточки плодов дерева ши. Также его еще называют карите. Это масло очень ценно по своему составу и полезно для кожи лица, для нашего тела. Ну и, конечно, для губ. Масло ши разглаживает морщинки, помогает губам сохранить молодость, а также выполняет защитные и смягчающие функции. Масло ши обладает естественным ультрафиолетовым фильтром и защищает губы от неблагоприятного воздействия ультрафиолетовых лучей солнышка. А жирные кислоты, которые входят в состав масла ши, защищают кожу от обезвоживания и высыхания. Более известный нам компонент – это масло облепихи. Масло облепихи получают из ягод ярко-оранжевого цвета растения кустарника облепиха. Очень ценнейший состав облепихового масла. Его издавна принимают для наружного и внутреннего употребления. Масло облепихи обладает противомикробным, биостимулирующим, противовоспалительным и восстанавливающим действием. Благодаря своим омолаживающим свойствам, регенерирующим свойствам масла, облепихи идеально подходит для ухода за дряблой кожей, за увядающей кожей. Благодаря облепиховому маслу сухие обветренные губы мгновенно преобразятся. Масло облепихи быстро возвращает здоровый вид нашим губам. Как же нам не знать такое растение, как календула, эти ярко-оранжевые цветочки, которые растут, в принципе, практически как сорная трава, как сорное растение, радуют нас. Масло календулы также входит в состав бальзама Проботаник. Обладает очень мощным антисептическим действием и успокаивающим действием. В состав масла календулы входит бета-каротин, который обладает защитой от ультрафиолетовых лучей, а также эфирные масломолы и сапонины. Экстракт календулы прекрасно успокаивает кожу губ и увлажняет кожу, помогает быстро заживить трещинки на поверхности. Вот этот холодок, который присутствует в бальзаме Проботаник, это ментол, который добывают из мяты перечной. Мята – это растение, которое человек издавна использовал, культивировал в медицинских целях и в бытовых целях. Есть свидетельство о том, что мята еще 2000 лет назад
активно использовалась в Японии, в то же время как в Америке, в США впервые появилась в 18 веке. Помимо приятного холодка, дол обладает антисептическим действием и анестезирующим действием. Попадая на слизистые, на кожу, он активизирует холодовые рецепторы, поэтому чувствует такой приятный легкий холодок на губах при использовании бальзама Пробатани. Ну и такие компоненты, которые являются неотъемлемыми атрибутами качественных помад, дорогих элитных помад, это пчелиный воск и карнаубский воск. Эти компоненты смягчают и разглаживают кожу и поддерживают естественный уровень увлажненности кожи губ. Вот, собственно, и все, что я вам хотела рассказать о бальзаме для губ Пробатани. Надеюсь, что видео мое заинтересовало вас. Как вы будете использовать этот бальзам только для профилактики герпеса или полноценно для ухода за своими губами, решать уже вам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе ответов на самые различные вопросы по теме красоты и здоровья. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!